Стихия вновь взяла планету в свои железные тиски. Супертайфун Рагаса крушит Китай и Тайвань, в Индии беспрецедентные муссонные дожди парализовали Калькутту, а в Италии потоки воды и грязи затопили улицы Искии и Капри. И это только часть экстремальных событий за последние сутки. Подробности в новом выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Супертайфун Рагаса, самый мощный шторм 2025 года, обрушил на восточное побережье Тайваня рекордные ливни, спровоцировав катастрофический прорыв барьерного озера на ручье Матаян-Крик. На Тайвань Рагаса обрушил более 600 мм осадков за сутки, что стало одной из самых интенсивных дождевых атак в истории региона. Катастрофа в Гуанфу началась, когда барьерное озеро на ручье Матаян-Крик, образованное оползнем от предыдущих ливней, переполнилось и прорвало естественную плотину. Поток воды хлынул вниз по долине, снося все на своем пути. Мост Матаян на шоссе был полностью разрушен, а наводнение достигло поселка Гуанфу, затопив улицы до уровня крыш зданий, включая железнодорожную станцию Гуанфу и прилегающие пути. Вода принесла с собой грязь, обломки и автомобили, превратив тихий поселок в зону бедствия. Наводнение парализовало регион, железная дорога Гуанфу остановила работу, мосты закрыты. В аэропорту Хуаляня отменено свыше 270 рейсов, а по всему Тайваню более 8 тысяч домохозяйств остались без электричества. По последним данным погибло 14 человек, еще 18 пострадали и 124 числятся пропавшими. Власти эвакуировали свыше 3200 жителей из пострадавших поселков, на разбор завалов и ликвидацию последствий стихии дополнительно направили 340 военнослужащих. Супертайфун Рагаса достиг южного побережья Китая, вызвав хаос в Гонконге, Макао и провинции Гуандун. После опустошения на Филиппинах и Тайване циклон принес ураганные ветры, ливни и штормовые нагоны до 5 метров теперь и в Китай. К 24 сентября шторм ослабел до 4 категории, но остается крайне опасным. Теперь эпицентр Рагасы движется на запад-северо-запад через Южно-Китайское море, пройдя южнее Тайваня и Гонконга. По данным китайского метеорологического центра, тайфун вышел на берег между Шэньчжэнем и уездом Сювэнь в Гуандуны. Шторм затронул Гонконг, Макао, Гуанчжоу, провинции Гуандун и Гуанси, а также остров Хайнань. Жители Гонконга, привыкшие к тайфунам, на этот раз запаниковали, полки супермаркетов вмиг опустели. Власти закрыли все школы и учреждения до 25 числа. В городе перекрыты мосты, аэропорт приостановил работу. В Шэньчжэне эвакуировали 400 тысяч человек из низин, по всему Гуандуну в 10 городах приостановлены поезда, общественный транспорт и бизнес. В Гуанси и на Хайнане готовятся к эвакуации еще сотни тысяч жителей. Эксперты связывают силу супертайфуна с глобальным потеплением. Рекордно теплые океаны подпитывают штормы, делая их интенсивнее. Это очередное напоминание о хрупкости региона перед меняющимся климатом. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. Калькутта, столица штата Западная Бенгалия и второй по величине мегаполис Индии, превратилась в зону бедствия из-за беспрецедентных муссонных ливней. За последние сутки в Калькутте выпало более 250 мм осадков. Это третий по интенсивности однодневный дождь в сентябре за последние 137 лет. Сильные дожди затронули не только Калькутту, но и прилегающие районы Думдум, Даймонд-Харбор, Дикха и Халдию, где также зафиксировано свыше 200 мм осадков. Вода хлынула на улицы, затопив дома, больницы и даже храмы. В низинах уровень воды доходил до пояса, а в некоторых местах и более. Под водой оказались ключевые транспортные магистрали, на отдельных участках остановилась работа метро и железнодорожного сообщения.
Отразилась непогода и на работе аэропорта, часть рейсов задержана, около сотни и вовсе отменены. Город оказался практически парализован. К сожалению, не обошлось без жертв. 10 человек погибли, 8 из них от удара током в воде из-за обрушения линий электропередачи. Продолжаются сильные ливни и наводнения и в Италии. Вчера на Искию в Неаполитанском заливе обрушился сильный ливень, сопровождавшийся шквалом молний. По данным региональной службы гражданской защиты, за час в некоторых районах острова выпало более 80 мм осадков. Это рекордный показатель для сентября. На улице Фории и Иския порта хлынул поток воды, неся с собой грязь, обломки и автомобили. В Касамичеле и Барана с возвышенностей сошли оползни. На соседней Капри осадки обрушились с еще большей силой, там за час выпало 100 мм осадков. Вода стекала по ступеням и улочкам, как настоящие водопады, затапливая магазины, склады и частные дома в центральных и периферийных зонах. Сильные грозы вызвали сбой в телефонных линиях и энергоснабжении, практически полностью парализовав связь. Общий фон – желтый уровень тревоги по всей компании, объявленный накануне, с предупреждением о риске гидрогеологических катастроф. В общей сложности на островах зафиксировано около 200 вызовов экстренных служб. Власти всех 6 муниципалитетов Искии и мэрия Капри призвали жителей оставаться дома. Пока на Искии и Капри бушевали грозы и ливни, возле берегов Сардинии сформировался водяной смерч. Огромную воронку было видно не только с пляжа, но и с центральных районов города. Смерч медленно перемещался параллельно побережью. Это не единичный случай. Всего за день в южных водах Сардинии зафиксировано 2 подобных феномена. В отличие от торнадо над сушей, смерчи редко бывают такими же разрушительными, но могут представлять угрозу для прибрежной инфраструктуры и судов. В прошлом году подобный вихрь у берегов Сицилии потопил яхту. На частоту таких явлений непосредственное влияние оказывают изменения климата. Потепление Средиземноморья делает штормы интенсивнее, повышая вероятность возникновения атмосферных вихрей. Вечер 23 сентября в оживленном районе Аль-Барша, в Эмиратах, всего в нескольких метрах от парковки торгового центра, превратился в спасательную операцию. Пожар вспыхнул в 14-этажном жилом здании, охватив несколько этажей. Гражданская оборона Дубая среагировала молниеносно. Первые подразделения прибыли на место через 6 минут после сигнала тревоги. Эвакуация более 200 жителей прошла без паники, все были выведены на улицу. К 17 часам пожар был полностью взят под контроль. Ключевую роль в тушении сыграл беспилотник «Шахин», инновационный дрон из арсенала гражданской обороны Дубая. Дрон, способный подниматься на высоту до 200 метров, оснащен резервуаром объемом 1200 литров для воды и пены, которая подается снизу. Во время тушения «Шахин» выполнил несколько вылетов, сбросив пену точно в очаг возгорания на верхних этажах, где доступ для традиционной техники затруднен. По словам представителя гражданской обороны Дубая, беспилотник позволил действовать дистанционно, минимизируя риски для пожарных и ускоряя тушение в 2-3 раза. Центральный Непал оказался в тисках муссонных оползней. За последние дни несколько массивных сходов обрушились на ключевые автомагистрали в районе Маглинга, превратив их в ловушки для тысяч водителей и грузовиков. 23 сентября ситуация усугубилась новыми обвалами на трассе Нараянгат-Мублин у реки Туинхола, где камни и грязь продолжали сыпаться даже во время расчистки. По последним данным, дороги частично открыты, но риски повторных сходов остаются высокими. Это уже 3-е крупное происшествие за неделю в этом уязвимом горном коридоре. Вечер 23 сентября в Новосибирске омрачился трагедией. Сильный пожар охватил территорию одного из крупнейших в России зоопарков имени Шила, где содержится около 12 тысяч животных 803 видов.
Огонь уничтожил 2 зимних вольера на площади 180 квадратных метров, унеся жизни 5 животных. Погибли корова черно-пестрая, шотландский бык, 2 ламы и 1 альпака. Спасатели и сотрудники зоопарка успели вывести из огня пятнистых оленей, нубийских коз, яков, быка, верблюда и 2 дикобразов. По предварительным данным прокуратуры Новосибирской области, причиной пожара мог стать аварийный режим электрооборудования. Север Алжира переживает волну нестабильной погоды. Мощные ливни спровоцировали потопление в историческом городе Константин. По данным Национального метеорологического бюро, 23 сентября осадки достигали 20-40 мм за час, сопровождаясь грозами и порывами ветра до 70 км в час. За короткое время ливень превратил центральные улицы в реки. Вода хлынула в кварталы, затопив подвалы жилых домов и магазины. По данным местной гражданской обороны, было спасено 15 человек. В результате разгула стихии повреждены несколько машин и инфраструктура рынка, школы и университет временно закрыты. Тем временем в соседней провинции Буйра жители столкнулись с крупным градом, который стал настоящим ударом по сельскому хозяйству. Ледяные снаряды пробивали теплицы и разбивали стекла в автомобилях. Уничтожены посевы оливок, инжира и зерновых на 200 гектарах. Фермеры сокрушаются, это хуже засухи, град не оставляет никаких шансов. Обычный день в кондитерской на улице Исмета Гаибова в Гиндже, в Азербайджане, превратился в сцену из фильма ужасов. Разъяренный буйвол прорвался внутрь, разбил витрину и посеял панику среди персонала. По словам очевидцев, буйвол сбежал с ближайшей фермы. Животное пробило стекло рогами, влетело внутрь и принялось крушить полки с пирожными и коробки с печеньем. В момент нападения в помещении было 5-6 сотрудников. Местные жители отмечают, что буйвол не первый раз гуляет по улицам, ранее он уже беспокоил соседние дворы. Ферма, откуда он сбежал, расположена в 200 метрах от кондитерской в промышленной зоне города, где пастбище соседствует с жилыми кварталами. К счастью, в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Жители Северного Мичигана стали свидетелями завораживающего, но потенциально опасного природного шоу. Одиночная грозовая ячейка сформировала торнадо в Антрим-Каунти, который прошел над озером, превратившись в мощный водяной смерч. Инцидент произошел вечером 22 сентября, посеяв панику среди местных жителей. Вихрь просуществовал около 2 минут, пройдя 230 метров над озером, вышел на берег восточнее озера и рассеялся. Примечательно, что эта же грозовая ячейка породила еще 2 торнадо, один у озера и другой в соседнем Белэре. Сообщается, что никто не пострадал. Единственный активный вулкан Южной Азии, расположенный на необитаемом острове Баррен в Андаманском море, дал о себе знать 2 незначительными извержениями 13 и 20 сентября. Эти события, подтвержденные властями Андаманских и Никобарских островов, не представляют угрозы для населения, но привлекли внимание ученых и военных. Баррен-Айленд – это стратовулкан высотой 354 метра, возвышающийся над океаническим дном на 2 километра. Расположен он в 138 километров к северо-востоку от столицы архипелага Порт-Блэра. Остров площадью всего 8,34 квадратных километров, полностью необитаем и покрыт вулканическими конусами, слоями пепла и редкой растительностью. Это делает его идеальной лабораторией для ученых. Вулкан лежит на стыке индийской и бирманской тектонических плит, где субдукция индийской плиты под бирманскую микроплиту вызывает регулярную вулканическую активность. По данным Национального центра сейсмологии Индии, извержение 20 сентября было спровоцировано землетрясением магнитуды 4,2, произошедшим за 2 дня до события. Сейсмическая тряска активировала магматическую камеру на глубине 18-20 километров, вытолкнув лаву и газы через трещины.
северо-запад Китая окунулся в желтый хаос. Мощная песчаная буря, вызванная холодным фронтом из Монголии, обрушилась 22 сентября на провинцию Ганьсу и западные районы внутренней Монголии. Ветры скоростью до 100 км в час подняли тонны пыли из пустыни Гоби, вызвав нулевую видимость, массовые отмены рейсов и эвакуации. По данным Национального метеорологического центра, это одна из самых интенсивных бурь сезона, затронувшая миллионы жителей и усугубившая проблемы с опустыниванием. Хотя жертв удалось избежать, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в 12 округах. Столица индийской Теланганы, город Хайдарабад, вновь оказалась в плену муссона. Сильные дожди с громом и молниями, обрушившиеся 23 сентября, затопили большую часть города, вызвав транспортный хаос и подтопление в низинах. За считанные часы выпало до 103,8 мм осадков, что превысило месячную норму и привело к переполнению канализации. Несколько дорог в крупных районах оказались под водой, транспортные средства еле двигались, а люди оказались в ловушке повсюду, в том числе в подземных переходах. Непрекращающийся ливень превратил дороги в реки, смывая автомобили, велосипеды и мотоциклы. Переполненные канализационные системы выплеснули стоки на дороге, усугубив хаос. Озера на окраинах переполнились, добавив притока в городскую дренажную сеть. От 6 до 10 часов город оказался парализован, пробки на автомагистралях достигали 10 километров, метро и автобусы работали с перебоями. По данным Индийского метеорологического департамента, нынешний сезон осадков на 40% выше нормы, а тем временем установившееся низкое давление над Бенгальским заливом обещает новые ливни к 27-28 сентября. Высокогорный курорт Андорры, известный как Ибица на снегу, неожиданно облачился в зимний наряд. 23 сентября на вершинах Пас-де-Лукаса выпал первый снег сезона, укрыв склоны слоем до 5 сантиметров. Это редкое для конца сентября явление, вызванное холодным фронтом из Атлантики, принесло радость сноубордистам и горнолыжникам, но также вызвало перебои в транспорте на границе с Францией. По данным метеослужбы Андорры, температура опустилась до минус 2 градусов на высоте 2000 метров, а осадки продолжатся до 25 сентября. Пока техники готовят трассы, жители наслаждаются осенним снегом, редким подарком природы перед пиком сезона. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь и увидимся уже завтра. Нам будет еще о чем рассказать вам.